Всем привет! Хочу рассказать, как можно быстро сделать индукционный котел своими руками, буквально за час. Для этого нам потребуется вот такая нержавеющая гофрированная подводка для воды, пара фитингов, индукционная плитка и радиаторная батарея. Для начала изготовим сам котел. Это очень просто. Берем гофрированную трубу 20-сатка, вот она нержавеющая, продается в любом строительном магазине, и наматываем спираль 4 витка. Сюда уходит от метра до метра 10 длины, но обязательно нужно запаять начало и конец этой катушки. Во-первых, это придаст жесткость самой конструкции, а во-вторых, плитка начнет ее воспринимать как нормальную посуду. Без вот такого, без такой запайки индукционная плитка не будет видеть вот эту спираль. Вот. Все это просто мотается буквально за час, запаивается, и проблем никаких нет. Потом берем фитинги и устанавливаем вот эту всю нашу конструкцию вот к этой радиаторной батарее. Ну вот, подключил я самодельный наш котел, вот эту трубочку всю к радиатору. Вот так вот это выглядит на плитке. Как раз она нормально встает сюда, занимает размер индуктора плиточного. Все это очень удобно, можно плитку убрать всегда, и это все останется в таком вот варианте без проблем вот висеть. Вот. Все очень просто, поэтому плитку можно и для готовки использовать, и когда надо, просто ее подставляешь, и можно довольно эффективно греться. Сейчас зальем воду в радиатор. Для этого открутим вот эту пробочку. Ну вот, пробочку открутили. Мы имеем вот такое большущее отверстие. Воды надо залить вот так вот, примерно не доливая 1/3 верха вот этой трубы. Это как раз будет играть роль расширительного бачка. И этого будет вполне достаточно, чтобы не ставить расширительный бачок. И до 90 градусов легко эта батарея будет нагреваться довольно быстро, и с ней ничего не случится. Сейчас зальем воду, и я продолжу вам рассказывать, как это все работает. Ну вот, воду залил. Все установил, плитку подключил. Вот так все это выглядит в сборе. Все это удобно. Сейчас приступим к эксперименту. Дополнительно я вот установил термометр. 17 градусов сейчас показывает. Туда он засунут во вход. И ваттметр, который будет показывать потребление у нас нашей плитки. Вот. Ну что, вот сама плитка. Про плитку расскажу чуть позже, как можно сделать, чтобы она работала с автоматом и с реле температурным или по времени включалась-выключалась. Вот. А сейчас что, приступаем к тесту. Запускаем. Плитка включилась в 3-м режиме. Потребляет она сейчас 1021 ватт. Это стандартное потребление. Если даже поставить кастрюлю, она в 3-м режиме столько и потребляет. Смотрим на наш котел. Вот он начинает греться.
Сейчас температура поднимется, и он пойдет циркулировать. Вот, теперь смотрим на температуру. Поехали. Какое-то время она вот пока не начнет, не прогреется, чтобы циркуляция пошла. Температура стоит на месте, потом будет достаточно быстро подниматься. Так. Здесь у нас киловатт 19. По ощущениям все нагревается, поскольку это она циркулирует, вот тепло уже пошло сюда. Ну вот, поехал. Без всяких девятнадцать. 20. 21. Все это быстро, без всякого циркуляционного насоса. Все это самотеком через батарею. То, что вот здесь вот у нас оставлено, вот чуть-чуть не долито до верха воздушный промежуток, он как раз у нас будет служить расширительным бачком. И до 100 градусов его будет вполне достаточно. Свыше греть смысла нету. Я потом покажу, как поставить термореле или реле времени вот кондукционной плитки. Вот, расскажу, покажу. Чтобы она включалась по температуре, можно будет выставить температуру радиаторов, и все это будет работать. 1,10 м уходит где-то вот на спираль, плюс 10 сантиметров 15. Ну и вот здесь можно было, конечно, сделать покороче, так по диагонали пустить. Тут сантиметров 60-70. Ну, получается, что где-то 1,70 м. Тут куда зря хватает, чтобы вот сделать вот такой котельчик, который очень эффективно работает с самотеком. Ну, он уже 64, 57. Ну, очень горячая батарея, и прям тепло идет. Это вот, очень прилично. Это оно нагревает с 16 градусов в помещении было. Ну, сейчас не знаю, сколько помещений, тут у меня термометра нет. Но ощутимо теплее стало уже. Вот. Помещение большое, 24 квадратных метра, как я сказал, не утепленное. Только полы 10 сантиметров утепления и потолок 5 сантиметров всего там урсы лежит. В принципе, зимой вот такая конструкция на 12 секций, если их вот как бы объяснить, вот плитка стоит здесь, вот здесь поставить крестовину, вторую батарею вот сюда по 6 секций, а плитка подключится к середине, и циркулировать она будет вот так и по другой вот так вот. Тоже все это работает самотеком. И 12 секций, но это очень эффективно. Это получается стационарное отопление, которое просто можно поставить, ну, допустим, временно, если у вас разводки не сделаны, и вы планируете делать отопление водяное, то вот такой конструкции вполне хватает для обогрева вот помещения в 24 квадратных метра. Это с учетом того, что она будет работать не постоянно на киловатте, она будет включаться-выключаться. Поэтому потребление тут будет, ну, я в прошлом году вот в минус 10, минус 15 в этом году, ну, сейчас зима настанет, я вам покажу, как это все можно что-то улучшить, может какие-то идеи еще возникнут. Ну, вполне при минус 15 она держала тут помещение на 19-20 градусов и потребляла, ну, где-то, с учетом, что она включалась-выключалась,
где-то 700, может быть, ну может быть там 650 ватт в час. Вот, ну пока все, вот смотрим. Сейчас вот чуть позже я расскажу про плитку и что с ней можно сделать, чтобы вот ее подключить либо к таймеру температурному, либо к реле времени, чтобы как-то регулировать температуру вот в батарее, потому что так она, в принципе, надо как-то ее включать-выключать. Вот. И немножко расскажу про конструктивные особенности плиток, поскольку ну, не каждую плитку можно сюда использовать. Ну, в принципе, это можно каждую, но с автоматикой не каждую. Поэтому вот сейчас расскажу, какие плитки более подходящие для этой цели, какие менее подходящие. Ну, еще раз показываю, что она у нас потребляет. Сейчас вот она у нас потребляет киловатт. Здесь у нас температура вот такая. 67,6. Рука уже вообще не терпит. Все. Ну вот так вот работает. Все это замечательно. Все. Пока вот с ходовыми испытаниями все. Сейчас я вам расскажу про плитки чуть-чуть. Так, вот еще хотел рассказать, ну и показать. Ну вот у нас 68, но она так и будет. Просто 4 секции мало для киловатта, они просто до 100 градусов нагреются без проблем. Поэтому надо больше секций. Поэтому, чтобы вот на киловатте нормально это все не перегревалось, но и нагревалось где-то до 80-90 градусов, и ну так вот, ну чуть больше, чуть меньше. И потребляя всего киловатт, нужно 12 секций, 2 по 6, две стороны, и тогда это будет все нормально работать. Это с учетом того, что потребляет всего вот столько. Ну это она прогрелась и поменьше, либо напряжение упало. Просто это все на даче. Ну все тогда. Пока с этим понятно, но вот уже 70 градусов, это уже очень горячая батарея. Обычно я больше 55 не нагреваю, потому что ну, горячо дотронешься, очень горячая. Чуть ли можно обжечься, поэтому этого достаточно. Ну все, выключаем нашу плиточку. Вот. Тут у этой плиточки что можно еще? Ну вот можно посмотреть. Вот она за время нашего тестирования нашла 470 ватт. Потребление, напряжение у нас в сети 205 вольт. Немного. Вот так. Ну, выключаем. Все, выключили. Тут все погасло. Какое-то время она еще будет греться. Получается, что горячая вода. Ну и потом она медленно будет так вот остывать, тоже циркулируя через эту всю систему. Вот такой эксперимент. Вот такой котельчик. Конструкция очень простая. Делается буквально на коленке. За полчаса. Нужна только трубка. И вот такое приспособление для индукционной плитки можно использовать ну, во многих вещах. Как я уже сказал, можно бойлер сделать. Она также будет нагревать. Все очень удобно. Если, допустим, нужна плитка готовить, мы ее просто отсюда убираем. И все, у нас эта вот система остается вот в таком виде. Тепленькая и все. Надо нагреть, мы ее туда подставляем. И все. То же самое будет с бойлером. Только бойлер
батарея, у нее теплоотдача большая, поэтому она так вот греется медленно. А бойлер, он же утепленный, он довольно быстро нагреется. В принципе, если поставить бойлер литров на 50, то довольно шустро на киловаттом нагреет этот бойлер. Вот. Ну, вот температура начала падать, остывает. Вот. Но у этой батареи, по паспортным данным, это алюминиевая батарея, 3 литра воды в ней. И по паспортным данным у нее 200 ватт на секцию. Это где-то по теплоотдаче. Соответственно, вот теплопотери идут порядка 800 ватт у нее. Так что вот такая конструкция.